многих моих зрителей, которые интересуются Аргентиной, интересует зима в Аргентине. Вот сейчас у нас середина зимы. Посмотрите, что творится. Видите? Вот так. И это сейчас закроем. Видите? Вот такие грозы. И почему грозы? Потому что вот молнии есть, гром есть, громыхало, молнии. Припустится, отпустит. Сегодня целый день вот такой дождь будет. И вообще вот эта вся неделя была очень-таки дождливая. И сижу сейчас, нашел в машине стоянку. Еще раз скажу про Буэнос-Айрес, что найти стоянку на улице, это что выиграть в казино. Знаете, когда вот выиграл в казино, радуешься, вот так же само стоянку найти в Буэнос-Айресе. Потому что если снимать квартиру с гаражом уже под домом, то, как правило, в хороших районах такие квартиры с гаражом стоят, гараж отдельно стоит столько же почти, сколько и квартира. Потому основная масса народу держит машины вообще на этом самом, на улице. Вот так вот, видите. И наше правительство, как правило, старается, чтобы поменьше сейчас попробую объяснить, что именно старается городское правительство. Как правило, старается везде затыкнуть какими-нибудь штучками, чтобы нельзя было стоять нормально машинам. То есть какими штучками? Велосипедные дорожки бесконечные. Они там насмотрелся когда-то Макри в Европе, сказал, что там в Европе велосипедные дорожки, это типа, мол, прикольно. Ну и у нас бесконечные эти велосипедные дорожки. Конечно, они не заполнены, велосипедные дорожки, но если велосипедная дорожка есть, значит ты уже как бы стоять не сможешь с этой стороны. Потом знаки стоянок для инвалидов. Ничего не имею против инвалидов, но тут еще у нас есть такая фишечка, которую тоже почему-то город делает и не убирает. Это как вынос ресторанчиков на проезжую часть. То есть сейчас мы опять же наведем туда же, я вам покажу, о чем я имею в виду и что это такое ресторанчики на проезжей части. Это вот, смотрите, и попробую показать. Уже запотевает машина, так что вряд ли. Но мы ее заведем, и я вам все равно сейчас попробую показать, только обдую стекло. Значит, что имеется в виду? Сейчас мы обдуем, оно раз это самое. Имеется в виду то, что у нас разрешили, вон там проявляется, видите, на проезжей части ставить такие накрытия напротив своих кафешек и ресторанчиков. То есть есть кафешка-ресторанчик, они себе раз такое накрытие вот поставили прямо на проезжей части и столики туда засунули. И это прикольно. Началось это, конечно, не сейчас, началось это в пандемию, когда был коронавирус, и они как бы сказали, что это люди будут типа там, как бы коронавирус, чтобы на свежем воздухе сидел. Но дело в том, что уже много лет назад этот коронавирус закончился, никакой пандемии нет, а с проезжей части так и не поубирали никакие столики. Все ждут до какого-то, как говорят, нехорошего случая, когда какая-то машина, а такое изредка бывает, там какой-нибудь пенсионер, который инфаркт схватил, еще что-то, часто бывает такое, потеряет управление, выезжает на тротуар. И вот когда кто-то стукнется в такую вот на проезжей части столики расположенные, вот тогда это уберется. И я так заметил, я точно не знаю, это мое предположение, что, по-моему, они с них деньги за это берут. По одной простой причине, что некоторые постоят такие столики, а потом раз и начинает самостоятельно их убирать. Наверное, все-таки надо платить, а если не наполнится, гром гремит, то убирает. А некоторые наоборот, только открылась маленькая кафешечка, а у нее бам, занял проезжую часть всю своими столиками. То есть вот вам и начинается. Если какая-то стройка, а в Буэнос-Айресе стройки постоянно, значит стройка отгородила себе табличками, что типа тут будут останавливаться грузовики, которые приезжают на стройку. Тоже понятно, где-то надо разгружаться. Но приезжает или не приезжает, даже если эта стройка, к примеру, не работает, а только вынести котлован вырыли и больше не работает, все равно они таблички поставят, что тут стоять запрещено, и ты уже не станешь. Потом до пешеходного перехода близко вставать нельзя, потом до перекрестка близко вставать нельзя, велосипедные дорожки нельзя, ресторанчики, которые вынесли себе, нельзя.
И таких вот нельзя, остается меньше, меньше и меньше, чтобы люди могли стать. А здесь есть такой прикол. В хороших районах, наподобие Бельграно, Нунес, оставляют машины те, которые едут в центр на работу. Почему? То есть они с пригорода едут, допустим, час до Капиталь Федераля на работу, заезжают в Нунес, заезжают, к примеру, в этот самый Бельграно, во все вот эти районы, где еще можно стоять на улицах бесплатно, но только надо найти место. Потом я и говорю, что это надо выиграть в лотерею, то есть надо выиграть, как казино выиграть. Но они утром рано приезжают, когда еще, как говорят, не заполнено, и бах-бах, машины свои покидают, дальше садятся на метро и едут в центр на работу. 40 минут они метром в центре на работу. Почему? Потому что здесь они бросят машину бесплатно, а в центре им надо загонять в гаражи, ибо там просто так не побросаешь. И там уже с них берут столько, что им выгоднее сделать именно так. На метро доехать, потом на метро на самой крайней станции снова приехать, забрать там машину и поехать себе, к примеру, там в Тигры, Висенте-Лопес, еще куда-то туда подальше, Сан-Мартин, еще куда-то. То есть многие люди этим пользуются и делают. Даже было такое, что, не знаю, сделают или нет, но слухи ходили о том, что хотят сделать так, что если ты типа, ну как бы машина зарегистрирована в этом районе, то есть как в районе 200-300 метров от твоего дома, где ты прописан, скажем так, где ты живешь, ты кидаешь машину, то ты не платишь, а все приезжие типа должны платить. Но тут есть маленький фокус. Ну, приезжие, как бы вот так, как я рассказываю, чтобы они должны тоже платить сколько-то там государству. Но тут есть маленький фокус. Это, с одной стороны, лапшу на уши вешает о том, что это освободит, и типа там, ну, тем, кто живет в этом районе, будет больше мест. Но больше мест не станет, платить надо будет не так много, а им все равно будет выгоднее, чем платить за гаражи. Они будут так же само кидать. А вот дело в том, что потом те, кто живут в районе 200-300 метров, так как и сейчас, не смогут найти нормально себе стоянку. И будут и они еще платить, потому что поставят за 350 метров. То есть это, как всегда, знаете, прикрываемся благими намерениями, а в конечном итоге будет как будет. То есть все равно будут обдирать и тех, вот и все. И народ начал против этого выступать, то есть люди не поддерживают вот эту идею платных стоянок, типа, что мы вам освободим, потому что все начали прочухивать, что это будет не мы вам освободим, а дадим бесплатно стоять, а это будет, что и вы еще, добавок будете платить, потому что за 300 метров вы не найдете. Бывает такое, я приезжаю вот так машиной, и с магазина, вот как сегодня, к примеру, мы ездили в Carrefour за покупками, приехали из супермаркета, была куча всяких, этих самых кульков, которые надо вынести, дождь на улице. Я, конечно, подъехал на свой квартал свой, и там не нашел стоянки свободной. Значит, останавливаешься на мигалках во втором ряду и начинаешь выносить сумки. После того, как ты все сумки вынес, садишься в машину и начинаешь периодически нарезать круги по своему райончику, типа 200-300 метров от дома, ищешь, где есть стоянка. Если такой стоянки нет, снова становишься на мигалке в каком-нибудь втором ряду и читаю ТикТок, снимаю видео для вас, для того, чтобы снова потом сделать круг через 15 минут и посмотреть, не появилась ли какая стоянка. И так можно по полчаса искать. Так что вот так мы где-то и живем. У нас сейчас зима, у нас сейчас дождливо, средняя температура бывает такая, потому что меня спрашивали, как вы там живете, когда у вас там нет отопления центрального, так вот и живем, представляете, вот у всех есть отопление, просто не центральное. Средняя температура сейчас в Буэнос-Айресе где-то, даже зачем нам где-то, если мы можем все про погоду рассказать, так как в последнем стриме очень сильно людей это интересовало, я сейчас вам открою телефон, посмотрю прогнозы, все скажу. Что у нас, да как у нас? А ну-ка. Берем прямо район Бельграно и рассказываю вам, что у нас тут творится. Смотрите. 14 градусов, показывает молнии, грозы, видите, прямо на телефоне мигает все. И показывает, что сегодня целый день молнии, грозы будут идти. И
температура опустится где-то после этого до 14 градусов, 14-13 градусов. Вот это дневная температура, правда? А ночью показывает, будет 6, 7, 8 градусов и солнечно. Ну, в смысле не солнечно, а ясненько. Видите? Вот ночью. А сейчас вот. И это Буэнос-Айрес посредине зимы. Это для тех людей, которые говорят, ну и как вы там, ну и как вы там. Вот мы где-то так. Видите, да? Так что все. Сейчас я наконец-то вам такой маленький видеоотчетик заснял. Пойду делать свои дела, потому что нужно еще компьютеры поремонтировать, которые вчера притаскали. Ну, да и будем ждать, пока этот дождь закончится, чтобы поехать где-то на рыбалочку. Всем пока и до следующих.